Сегодня приготовим не просто еду, а настоящую гастрономическую загадку, которую ваши близкие будут разгадывать весь вечер. Если вы искали тот самый рецепт салата, который удивил всех, то вы по адресу. Кстати, список продуктов я подготовила для вас под видео, так что обязательно сохраняйте рецепт прямо сейчас, чтобы не потерять его в праздничной суете. Ставлю варить куриное филе. Казалось бы, что тут сложного, но есть один нюанс, который отделяет обычную сухую грудку от ресторанного уровня. Заливаю мясо холодной водой. Как только закипит, обязательно снимаю пенку, чтобы бульон оставался чистым, а само мясо не впитывало ничего лишнего. Добавляю соль, черный перец горошком и лавровый лист. Тут можно импровизировать и добавить те специи, которые любите именно вы. Варю до готовности. Обычно это занимает минут 20 после закипания. И вот вам мой маленький секрет. Если время позволяет, охлаждайте филе прямо в бульоне. Остыв таким образом, оно станет невероятно сочным. Проверено. А как вы считаете, стоит ли добавлять в бульон корень сельдерея или морковь для аромата мяса? Или это лишнее? Напишите, как вы делаете. Дальше беру одну репчатую луковицу. Сегодня выбрала именно синий лук за его мягкость и нарядный вид. Нарезаю полукольцами и отправляю в миску. Добавляю щепотку соли, немного сахара и натуральный яблочный уксус. Немного пожмакаю лук руками, чтобы он быстрее отдал сок и впитал маринад. И отправляю в прохладное место. Пусть отдыхает и набирается пикантности. Переходим к грибам. Шампиньоны я предварительно помыла и теперь нарезаю их пластинками. Стараюсь не мельчить, чтобы в готовом салате чувствовалась текстура грибов. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. В самом конце добавляю щепотку соли. Отставляю их в сторону до полного остывания. Наше филе остыло. Пора превращать его в часть композиции. Нарезаю соломкой, мне нравятся кусочки покрупнее, а вы можете измельчить, как привыкли. Берем салатник, в котором будем подавать. Первым слоем идет наш маринованный лук. Он даст сочность и ту самую необходимую остроту. Майонез переложила в кондитерский мешок. Прохожусь тонкой сеточкой по луку. Следом идет слой куриного филе. Распределяю его равномерно и снова рисую майонезную сетку. Дальше выкладываю жареные грибы, аккуратно разравнивая их вилкой. И снова слой майонеза. А теперь самое интересное, та самая интрига, о которой я говорила. Мы приступаем к созданию верхушки, которая превращает обычный рецепт в нечто особенное. Беру отварные яйца и разрезаю их напополам. Аккуратно достаю желтки и перекладываю в отдельную миску. Разминаю их вилкой. К ним же на мелкой терке натираю плавленый сырок. Добавляю 1 или 2 зубчика чеснока через пресс и майонез. Перемешиваю эту массу и фарширую ею белки. Получаются такие маленькие секретики внутри салата. Выкладываю их швом вниз, прямо поверх грибного слоя. Интересно, чем бы дополнили вы такую начинку? Может, добавили бы туда немного зелени? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Я всегда их читаю и очень благодарна за ваши теплые слова. Они очень вдохновляют. Теперь делаем финальную шубку. Беру твердый сыр, натираю его на мелкой терке, чтобы стружка прикрывала наши фаршированные яйца. Получается такая нежная шапка. Этот салат одновременно и сытная закуска, и полноценное блюдо.
Гости обычно долго рассматривают его, пробуют, пытаются разгадать, что же там внутри под сыром. И все равно до конца не угадывают состав. Если вам нравятся идеи с фаршированными яйцами, я оставлю в заставках рецепты, там несколько вариантов простых и очень вкусных начинок. А если вы любите необычную подачу и такой, знаете, шок-контент для гостей, то посмотрите видео про другой салат. Его особенность в хрустящей картофельной соломке сверху, которая делает вид просто шикарным. Наш шедевр готов. Пикантный, насыщенный и при этом приготовленный из самых простых продуктов. Не устану петь дифирамбы этому рецепту. Приятного вам аппетита и удачных кулинарных экспериментов! Если этот ролик был вам полезен, поставьте лайк. Это очень поможет тем, кто еще не видел этот рецепт, найти его на просторах интернета. И заглядывайте на канал чаще. До встречи в новых видео!